Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Азимок на Яндекс.Дзене. Пока мы все ролики выкладываем на этой платформе. Как только получится выкладывать на YouTube, тоже всем обязательно напишу. А пока смотрим красивый узор для шали и бактуса. Можно связать в один цвет. У меня вот есть такая фотография, так замечательная. Получится очень красиво. Схемочка прилагается. Предлагаю посмотреть, как вяжется эта красота, и связать. Сегодня мне пришли невероятно красивые ниточки слонимские. Хочется с вами поделиться. По ссылочке в описании всегда пишу, где можно посмотреть, купить, заказать слонимскую пряжу, которая мне очень сильно нравится, за тактильность, за яркость цвета, за красивые узоры, которые очень получаются красивые именно из слонимской пряжи. И сегодня предлагаю вам из новых ниточек вот такого цвета, пыльно-розовый, наверное, я бы так сказала, какая-то пыльная роза, может быть, даже очень модный цвет. Предлагаю связать шалечку в два цвета: из пыльной розы и вот из такого невероятно красивого цвета, как, знаете, цвет вина, может быть, очень красивые оттеночки. Вот, и я предлагаю начать вязать с такой красоты. Набираем 10 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Замыкаем в кольцо. И наша задача связать основу для нашей шали. Вяжем 1, 2, 3, 4 воздушные петли. Всегда будем так начинать. И 7 столбиков с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. 7 столбиков с 2 накидами провязали, 1 воздушную петлю сделали, и еще 7 столбиков, с 1 накидом. Это как рисунок. И 8 столбик у нас будет как завершающий. То есть мы будем, основа нашего узора будет состоять из 7 столбиков, но в самом начале и в самом конце у нас будет еще один добавочный столбик с 2 накидами, как некая такая основа. Все столбики у нас будут, все узоры у нас будут из 7 столбиков. В самом начале и в самом конце. Так, у нас 6, 7 это как узор, и 8 он нам тоже очень нужен. Провязали вот такую красоту. 7 столбиков это основа, первый и последний столбик, 8, это вяжется только в самом начале и в самом конце вязания. А вообще мы будем вязать все время по 7 столбиков. Смотрите, 7 провязали. Теперь наша задача присоединить нашу красивую бордовую ниточку. Когда у нас остаются 2 воздушные петельки, мы подвязываем второй цвет и вот так меняем. Теперь наша задача провязать 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Узор легко запомнить. Всегда начинается вязание с 7 бордовыми ниточками. Всегда будет начинаться с 7 воздушных петель. И в первый же столбик вяжем столбик с 1 накидом. С 1 накидом. Теперь смотрите, это у нас изнаночная сторона. Это изнаночная сторона. Вот столбики, как смотрят на нас. Мы вяжем за каждый столбик рельефный лицевой. 7 столбиков. Узор легко запомнить. Я думаю, что запомните за первые 5 минут и сможете повторить. В один цвет тоже красиво будет смотреться. В 2 мне прям нравится. Провязали 7 столбиков рельефных с 1 накидом. 5 воздушных петель. 1, 2, 3,
4, 5. И продолжаем просто-напросто наше вязание 7 столбиков. Вязание очень простое, но за счет рельефных столбиков смотрится красиво. 4, 5, 6 и 7. 7 столбиков. Их найдем. И нам нужно закончить точно вот такими же воздушными петельками. Провязываем 1, 2, 3, делаем 2 накида, и в последний столбик, который у нас остался, вкалываем крючок и провязываем столбик с 2 накидами. И делаем петельку подлиннее. Все, вязание оставили. Теперь наша задача, видите, как красиво получается. Теперь наша задача вязать розовыми ниточками. Вот розовая ниточка мы подхватываем. 1, 2, 3 в третью петлю воздушную вкалываем и вяжем 1, 2, 3, 4. Поворачиваем вязание. Теперь арочку вяжем 7 столбиков с 2 накидами. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. То есть, в принципе, в начале и в конце у нас должно быть 8 столбиков. Вот первый наборные петли мы пока не считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Теперь 1, 2, 3 в четвертый столбик присоединяем столбик без накида. 2 накида, и в центр вот сюда нужно провязать 7 столбиков воздушной петля и 7 столбиков. И поставить маркер, чтобы в центре мы всегда вяжем двойную норму столбиков с воздушной петелькой по центру. 7 столбиков провязали, воздушную петельку. Я поставила маркер, чтобы не путаться, что это центр, и мы провязываем двойную норму столбиков. 7 столбиков. Отсчитываем 1, 2, 3 в четвертый столбик, столбик без накида. И теперь вот в последнюю арочку провязываем опять 7 столбиков с 2 накидами. Очень легко запомнить узор. Все время будет 7 столбиков розовой ниточкой с 2 накидами, бордовой с 1. 1, 2, 3, петлю держим, чтобы она у нас не распустилась. Нам она нужна, мы сейчас ее будем привязывать. 5, 6, 6 и 7. Считаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И 8 столбик, смотрите, подхватываем темную ниточку, обматываем, провязываем двойной столбик, а когда остаются 2 петли, бордовую вставляем и вяжем абсолютно как мы с вами вязали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Всегда набор бордовыми ниточками будет 7 воздушных петель. И в первый столбик вяжем столбик с 1 накидом. Теперь наша задача все розовые ниточки обязательно, смотрите, вот у нас сейчас лицевая сторона, значит мы меняем тактику, мы вяжем не лицевыми, а изнаночными. Это будет через раз меняться тактика. Нам нужна красивая такая полоска. Вот, то есть один раз у нас будут лицевые, а один раз у нас будут изнаночные, как в данном случае, для того чтобы у нас
получилось красивое вязание. Нам нужно следить. Это единственное, что может быть сложно, но на самом деле запоминается легко. 7 столбиков провязали. Такую палочку красиво получили. Теперь прошу прощения, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И опять вяжем 7 столбиков по факту. 7 столбиков, 5 воздушных петель бирюзовой ниточки, вернее бирюзовой, говорю, бордовой ниточки, 5 воздушных петель и опять 7 столбиков. Получается вот такая у нас основа. Розовыми мы вяжем основу, бордовыми делаем обвязку рельефными столбиками. Между узорчиками бордовыми мы вяжем 3 воздушные петли. Там, где розовые, мы вяжем просто столбик без накида. В центре, где маркер, вяжем всегда 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Маркер убираем и изнаночные столбики. Вязание очень-очень-очень простое. Но если вы подумаете, какие 2 цвета соединить, я думаю, это будет очень красиво, нарядно, необычно, не как у всех. А если еще связать на подарочек, не обязательно, кто носит шаль, связать бактус, шейный платок, думаю, носят все. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Между узорчиками 3 воздушные петли. В центре 5. И довязываем наш ряд. Не забываем, что в самом конце у нас всегда в бордовых нитках 3 воздушные петли и столбик с 2 накидами. Принцип вязания шали бактуса предельно простой. Раз, два, три, и в последний столбик розовый вяжем столбик с 2 накидами и вытягиваем ниточку. Вот такая красота у нас будет. Смотрим, где наша розовая ниточка. В 3-ю воздушную петельку вкалываем и вяжем всю с самого начала. Что значит с самого начала? Повтор. 1, 2, 3, 4. И 7 столбиков с 1 накидом. 1, 2, 3. В 4-ю присоединяемся. И в арочку 7 столбиков с 1 накидом. В 4-ю присоединяемся. И в арочку 7 столбиков с 2 накидами, простите, 2 накидами, воздушная петля и еще 7 столбиков. Для этого ставим маркер. То есть здесь не нужно задумываться, куда вкалывать крючок. Бордовыми ниточками мы делаем 3 воздушные петли между узорчиками. И в каждом ряду они будут прибавляться. Смотрите, мы с вами начинали вязание розовым. 2-й ряд четный. У нас всегда 5 воздушных петель, 7 в начале. Потом идет набор розовых. Опять бордовые, 7 воздушных, обвязали 3 между ними, 5 в центре. Опять розовые. В каждой арочке 1, 2, 3 розовые. Потом обвязка. Потом 1, 2, 3, 4 обвязка. И в итоге мы получаем очень красивое двухцветное вязание. Я надеюсь, оно вам понравится. Узорчик простой, но за счет добавочки 2 цветов получается очень красиво. Предлагаю попробовать связать такую красоту. Схему обязательно опубликую, она будет. Предлагаю попробовать. Не бойтесь пробовать образец связать из любых ниточек. Вот любые лежат у вас на столе рабочем или в кресле любимом. Взяли и связали. Огромное спасибо всем, кто досмотрел ролик до конца. Надеюсь, видео будет полезным. Воспользуйтесь, свяжите. Пока мы выходим
на Яндекс.Дзене. Ссылочка в описании обязательно будет. Схема тоже будет. Приглашайте, подписывайтесь. Будем вязать красоту вместе.